Всем привет! Давайте продолжим работать над нашей формой. В этом уроке я предлагаю разнести все по отдельным компонентам, чтобы схлопнуть весь этот код. Ну, что логично, нам понадобится два компонента. Компонент input, и мы им заменим вот эти три куска кода, и компонент текстария, который будет очень похож на компонент input, и который мы заменим вот это. Что ж, давайте его создадим. В папочке components создаем папку input и в нем index.tsx. Index.tsx. Что ж, он будет у нас возвращать компонент одноименный. Ну и пока давайте мы не будем передавать пропсы. Просто вернем то, что у нас есть сейчас. Да? То есть берем вот так, вставляем сюда и экспортируем сюда и вставляем его. И сейчас потихонечку начнем все модифицировать, чтобы передать нужное именно туда. Хорошо. Так, нам же нужно, чтобы он был универсальным. И давайте посмотрим, что у них есть общего, а что различного, да, допустим, вот у этих двух инпутов. Так, как мы видим, окружающий их div одинаковый, а вот label отличается, да, здесь другой label и здесь другой name. Хорошо, давайте тогда name и вот этот name. Давайте я на примере ника лучше буду объяснять. Вот это будем называть лейблом, а вот это будем называть name, потому что оно попадает в поле name. Вот, нужно, чтобы input это принимал. Так, давайте зададим пропсы. Так, у нас будет name, у нас будет label. И надо также определить типы этих вещей. Также через двоеточие указываем тип. Name string, совершенно верно. Label string. Хорошо. И нужно их вставить. Name у нас будет здесь. Также он будет у нас здесь. Здесь. И, как мы видим, у нас из state тоже берется name. Поэтому мы можем, в принципе, и здесь указать name. То есть state у нас будет объект, который мы сейчас тоже сюда передадим. И по ключу name мы будем доставать нужное значение. Также и здесь мы видим, что у нас используется name. Да, давайте будем передавать сюда ключом тоже этот самый name. Так, получилось хорошо. Еще label. Да, сюда label. Так, здорово. Мы здесь видим, что нам не хватает state и set state. Давайте передадим и их. Так, давайте name. В данном случае name. Вот этот вот. И label. Тоже name, но с большой буквы. Угу. Так, и теперь нужно передать сам state и set state. State. Set state. Угу. Так, передали. Теперь нужно объявить типы. Вот, и сделать это надо с умом. Вот, потому что нужно понимать, что нам не стоит задавать стейту именно такой тип, правильно? Потому что мы же этот input можем применять в куче различных других каких-то формах, поэтому нужно сделать что-то более универсальное. Давайте здесь укажем state и объявим его тип. State. По факту это у нас просто какой-то рекорд, да, у которого ключи это string, а значением может быть все что угодно. Мало ли там какие-нибудь числа будут или еще что-нибудь такое. Ага, да, state у нас будет именно таким. Хорошо. А каким у нас будет setState? Смотрите, вот setState это, казалось бы, да, просто функция, которая принимает какой угодно объект, но на самом деле она не так проста. В setState можно передать не только объект, который заменит текущее состояние стейта. Сюда можно передать функцию. В этой функции здесь будет находиться prefState. Это удобно, когда вы, например, не имеете почему-то доступа к изначальному стейту, и вы можете записать все вот так. И это тоже будет работать. Вот. Но в данном случае нам так не надо, и тем не менее мы должны указать для setState правильный тип. Если вы передаете что-то такое, что было объявлено какой-то другой библиотекой в вашем коде, и вы не знаете, какие там на самом деле типы, вы всегда можете подсмотреть. Вот вы наводите на setState, и видите, он говорит, что это некий React Dispatch, некий React State Action, и в него передается, тип самого стейта. Вы просто вот так выделяете, копируете
Идете и прописываете сюда. Вот set state, вот это. Ну, и вы можете сказать то, что значением там может быть все, что угодно. Вот на этом этапе вообще как бы не важно. Важно заморачиваться с типами только когда вы понимаете, что они вас в дальнейшем поддержат. Здесь у вас этот state будет видно только вот в этой области. И вам здесь и этого any будет вполне себе достаточно. Как понимать, с какими типами надо заморочиться, а какие типы можно и any оставить, это придет с опытом. Вот, то есть вы будете замечать, что вам помогают типы, особенно когда вы возвращаетесь к давно написанным каким-то кускам, и они вам будут помогать. То есть это просто навык, он придет с опытом. Хорошо. Так, передали set state. Ага, хорошо. Ну и давайте остальные наши инпуты тоже подвергнем этой истории. Name мы уже сделали. Нам нужен еще ник. Хорошо. И нам нужен description. Description. Хорошо. Давайте посмотрим, ничего ли мы не сломали. Должно все работать точно так же. Name, nick, description, текст, create idea. Прекрасно, все работает, ничего не напутали. Здорово. Двигаемся дальше. Ну, теперь нужна текстария, но что уж тут, она почти такая же. Да, просто создаем еще одну папочку. Текст aria, new file, index.tsx, вставляем сюда это и заменяем на текстария. Ага, хорошо. Так, и все отличие, да, только в названии элемента текстария. Хорошо. Value, name, unchanged. Ну и type здесь не нужен. Ага. А в остальном все то же самое. Все, и берем ее. Текстария. Угу. И здесь у нас текст. Текст. Хорошо. Это скрыли. Сохранили. Проверили, все ли работает. Так, 1, 2, 3, 4. Create. Все работает. Ура! Так мы все разнесли по разным компонентам, и уже стало более приятно. Что ж, двигаемся дальше. Впереди еще много интересного. Спасибо.